Привет, это Сергей Ежов. Летят ракеты в сторону Украины, разрушаются дома, гибнут люди. Мое сегодняшнее расследование о человеке, который в ответе за производство этих ракет. За танки, самолеты, военную электронику всего не перечесть. Давайте знакомиться. Итак, в эти минуты приходят срочные новости о важных кадровых решениях. Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности заместителя председателя правительства. Теперь он назначен гендиректором Роскосмоса. До сегодняшнего дня эту должность занимал Дмитрий Рогозин. Главой Роскосмоса Юрия Борисова назначили летом этого года. А до этого 4 года в статусе вице-премьера он курировал весь российский ВПК. Еще раньше был заместителем Шойгу и отвечал за закупки вооружения Минобороны. Место Борисова после его ухода в правительство занял Алексей Криворучко, проамериканское гражданство членов семьи которого мы рассказывали. Несмотря на высокие должности, которые занимал Борисов, о нем практически ничего не было известно. Конечно, мы посчитали своим долгом восполнить этот пробел. В официальной биографии сказано скупо. Женат, имеет 2 сыновей. Дополним. Сыновей Борисова зовут Константин и Александр. Именно дети главного оружейника Путина и выведут нас на след его коррупционного богатства. Для начала отправимся в Черногорию. После объявления мобилизации многие россияне думают, где прятать своих детей от верной гибели. В деревне у бабушки, за сумасшедшие деньги снимать лачугу где-нибудь за границей. У детей Юрия Борисова такой проблемы не стоит. Спрятаться от мобилизации они могут здесь, в Тивате, в 15 минутах от самого лакшери места – порта Монтенегро. Может быть, где-то здесь прячутся от мобилизации сыновья Юрия Борисова. Проверим. Константин, армия России ждет. Нет, может быть, там. Сейчас проверим. Александр Борисов. Мобилизация. Нет. Сейчас отправимся к ним домой. Многие дети мечтают стать космонавтами, чтобы летать в космос. Взрослые уже дети главы Роскосмоса Юрия Борисова тоже летают. Правда, не в космос, а сюда, в Черногорию. У меня в руках документы из официального Черногорского госреестра. Согласно им, дети главы Роскосмоса Константин Борисов и Александр Борисов в 2015 году купили здесь земельный участок и дом. В 2018 году Юрий Борисов стал зампредом правительства и куратором всей военной промышленности страны. Его сыновья продолжили отдыхать в Черногории на своей вилле. Сейчас вы можете оценить, куда ушли распиленные на российской оборонке средства. Черногорское имение Борисовых находится в населенном пункте Джурашевичи, муниципалитета Тивот. Этот небольшой поселок растянулся узкой полосой вдоль моря. Отсюда открывается изумительный вид на залив. В 2017 году Черногория вступила в НАТО, но сыновей Борисова это не остановило. Как показывают полученные нами данные их авиаперелетов, они продолжили посещать эту вражескую для Кремля территорию. Ну как отказаться от такой красоты? К морю от дома детей главы Роскосмоса спускаться всего пару минут. Но искупаться они могут и в бассейне, на своей территории. 11 соток элитной черногорской земли. 3 этажа самого здания, площадь 853 квадратных метра. Позади дома лес. Полученные из российского бюджета деньги потратили красиво. Земля в собственности у одного брата, Константина. А саму виллу другой брат, Александр, делит с родственниками. Об этих семейных связях Борисовых мы еще поговорим. Возвращаемся в Россию. Открываем последнюю декларацию Юрия Борисова. Видим, что он владеет квартирой площадью почти 203 квадратных метра. Мы выяснили, где она находится. Элитный жилой комплекс «Смоленская застава» в Москве. Стоит около 150 миллионов рублей. Только вот заказать официальную выписку на эту квартиру нельзя. Она удалена из Росреестра. Но у нас есть архивный документ. Это дорогое жилье он приобрел в 2020 году. Изучаем декларацию дальше. Видим находящийся в пользовании дом.
и земельный участок. Это загородное имущество стоимостью 200 миллионов записано на сына, Александра Борисова. Ему же принадлежит квартира в жилом комплексе «Садовые кварталы» за 170 миллионов. Второй сын тоже не обделен. Правда, он переписал свою квартиру в ЖК «Волынский» на супругу Каролину. Она стоит 120 миллионов. Чтобы не утомлять описанием всего имущества Борисовых, кратко перечислю то, что нам удалось еще обнаружить. Квартиры на 3-й Фрунзенской, на Хамовническом валу и таунхаус в Ромашково Одинцовского района. Итого, недвижимости у семьи Борисова мы обнаружили на 1 миллиард рублей. Подходим к самому интересному. Откуда деньги? С 2004 года Борисов состоит на госслужбе, а до этого еще с 90-х годов руководил предприятием «Модуль», которое занималось производством бортовых вычислительных машин. Изначально компания создавалась предприятиями ОПК «Вымпел» и НИИ радиоприборостроения. Затем перешла в частные руки. Акционером стал и сам Борисов. После того, как Борисов ушел на работу в правительство, он утверждал, что избавился от своих акций и отошел от руководства «Модулем». Сейчас компания официально не раскрывает своих владельцев, но мы выяснили, что основным акционером является ее же гендиректор Андрей Адамов. В СМИ его называли сводным братом Юрия Борисова. Мы можем утверждать, что их точно связывают семейные отношения. Ведь супруга Адамова владеет имуществом в Черногории вместе с сыновьями Борисова. Также Наталья Адамова, согласно выписке из Росреестра, в 2017 году получила от Борисова-старшего дом в поселке Новодарьино. Итак, мы выяснили, что владеет «Модулем» Адамов, который, кстати, до того, как стать основным акционером, задерживался за распитие алкоголя в общественных местах. Но кто же предприятием реально управляет? Мы достали протоколы собрания акционеров «Модуля», и не сказать, что были сильно удивлены. Председательствует на собрании Александр Борисов, сын чиновника, утверждавшего, что полностью отошел от этого бизнеса. «Модуль» освоил на господрядах более 14 миллиардов рублей. Например, в 2021 году получил контракт от Минпромторга на разработку системы на «Кристалле» для вычислительных комплексов. Старший Борисов в это время работал в правительстве и как раз курировал Минпромторг. Также «Модуль» получает контракты от структур Ростеха и работает на космическую отрасль. Все это курировал Борисов как вице-премьер. Еще одна фирма семьи Борисовых – НТЦ «Модуль Инновации». Она разрабатывает и производит аппаратуру управления и контроля авиационных и космических систем. Производит аккумуляторы для военной техники, системы защиты от атак беспилотников. Александру Борисову также принадлежит ООО «ВМЗ-СМ». Завод собирает движительные комплексы для малых и средних судов. Среди заказчиков – Адмиралтейские верфи, которые производят подводные лодки. Причем свою 50% долю ВМЗ Борисов-младший получил вскоре после того, как компания получила контракт на поставку винтов для патрульного корабля «Николай Зубов». На церемонии закладки корабля был сам Борисов-старший. Ну, еще Путин и Шойгу. Через цепочку компаний есть доля у сына Борисова и в ООО «Дизель-Зип-сервис». Эта фирма проводит работы по капитальному ремонту и сервисному обслуживанию дизельных и газотурбинных двигателей. Заказчики – ФСБ, администрация водных путей, оборонные заводы, «Газпром» и другие госкомпании. Еще Александр Борисов – акционер Кингисеппского машиностроительного завода. Этот завод занимается поставками, ремонтом и обслуживанием дизельных двигателей для инженерной, бронетанковой и судовой техники в интересах Министерства обороны, являясь главным исполнителем ряда государственных оборонных контрактов. В 2020 году получил господрядов на 1,5 миллиарда, в 2021 на 733 миллиона. Вы уже, думаю, поняли главное. Семья Юрия Борисова заработала миллиарды на оборонных заказах, которые сам Борисов, как чиновник, курировал. Если это не коррупция, то и война – это не война, а спецоперация. За годы своего правления Владимир Путин потратил на армию более $1 триллиона. Часть этих денег осела в кармане Юрия Борисова, который прикупил для своих сыновей запасной плацдарм в стране НАТО. Борисову
и всей политической элите, которая зарабатывает на оборонных подрядах, выгодна эта война. Каждый патрон, каждый беспилотник делают их богаче. Ведь если идет война, то военные бюджеты нужно увеличивать. Верно ведь? И это таким, как Борисов, и нужно. Пусть на войне гибнут чужие дети, а дети Борисова будут на ней зарабатывать. Война с Украиной – следствие коррупции. Всем этим Борисовым нужны миллиарды бесконтрольных денег на производство вооружения. Они теперь еще полностью этот военный бизнес засекречивают, чтобы никто не увидел их воровства. Нам, россиянам, эта война не нужна. Не берите в руки повестки, не ходите в военкоматы. Пусть идут умирать сыновья Юрия Борисова.